Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. За окном у нас 22 апреля. И на часах около 8 часов вечера, но это не значит, что жизнь остановилась. Именно поэтому я решил пройтись, посмотреть, показать. Ну, точнее, я ездил забирать заказ, для вас. Постараюсь записать качественный ролик. И сейчас, если вы посмотрите, я вещаю с прошлого. Вы только присмотритесь, что я нашел на Героев Днепра в Киеве. Сейчас я нахожусь именно на этой станции метро. Я, честно говоря, друзья, не видел это уже лет 100, реально. Некоторые, наверное, 99 из 100 человек даже не знают, как пользоваться этим чудо-девайсом. Некоторые даже и не помнят о том, что реально существовали такие городские телефоны-автоматы, а до них другие существовали. Сюда вставлялась карточка с количеством, я не помню, или минуты, или какими-то деньгами. Я даже уже сам не помню, друзья. Кто помнит, поправьте меня, что сюда вставлял. То, что карточка сюда вставлялась, да, это я точно помню. Но что на ней должно было быть, я, честно говоря, только подошел, я даже не знаю, может быть, он и работает. Нет, друзья, он не работает. Он не работает, и это было бы странно, если бы он работал. А с этой стороны, посмотрите. С этой стороны точно такой же девайс у нас. Не важно, что сюда приходить нужно только исключительно со своей трубкой, со своими монетами. Тоже просто эпоха. Две эпохи телефонов-автоматов в Киеве. Трэш. Я реально не видел уже лет 100. И тут, в отличие от прошлого, тут можно было даже закидывать монеты. Вот сюда, видите? Закидывать монеты. Тут сдача выпадала, а сюда можно было вставлять карточку для оплаты. Офигеть. Просто антиквариат. Вот реально эту штуку сейчас снять, вот всю эту будку, и куда-то на рынок отнести, ее, наверное, выкупят с руками и ногами. Да ладно, давайте пройдемся вечером по Героев Днепра, посмотрим, как живет Киев, настрой людей, что происходит, какие цены, что продают и что у нас происходит с погодой. Вот, смотрите, такой вот замечательный арт-стрит. Кто знает с какой-то сказки, напишите в комменты, кто видел этот мультик и как их зовут. Может быть, знаете? Так, друзья, для того, чтобы восстановить в памяти, я помню, кто-то из вас в комментариях, правда, честно скажу, откровенно, я не могу найти этот комментарий, кто-то просил меня заскочить в какой-то супермаркет. Вот только, друзья, я не помню, это Walmart, вы просили меня в Walmart заскочить, вот в этот, да, Walmart, или вы просили меня заскочить в какой-то другой, в какую-то великую кишеню или еще куда-то. Напомните, потому что память короткая, точнее не память короткая, а информации много, и поэтому все сразу не откладывается. Сказать, что я тут часто бываю, наверное, за последние несколько лет, может быть, лет 5, я тут первый раз. И мне кажется, за эти же последние лет 5 тут особо ничего не изменилось. В последнее время в Киеве стали появляться вот такие вот домашние полуфабрикаты формата, знаете, вот ручная лепка, где, якобы, не буду подвергать каким-то сомнениям, но пишут везде, вот в подобных лоточках, в подобных ларьках, что это ручная лепка. Давайте зайдем, посмотрим цены. Добрий день, а можна ціну у вас глянути? Так, по ценам у нас пельмени 220, с яловичиной 225, зі свининою 220, с куркой 195. Пельмени вот тут вот у нас все, называется «Сам у дома». Есть и хинкали, вот интересно, хинкали с брынзою, с сыром та томатами. Сколько у нас стоит хинкали? Хінкалі не бачу. Вареники з вишнею, лазанья, котлеты. Вот, снизу грузинские стравы. Хинкали с брынзой, сыром и томатом 265 гривен. Достойные, большие такие хинкали, большой размер, потому что в супермаркетах они просто мелкие. Вполне. Дякую.
вполне достойное место, интересное в плане полуфабрикатов. Я из подобных локаций, из подобных точек мы покупаем в Галя Балуана. Может быть, кто знает, что мы там покупаем. Мы покупаем там блинчики с творогом и с вишней. Мы там покупаем периодически солянку, то есть это такой как концентрат. Концентрат вы добавляете в 300 или 500 миллилитров воды, вот эту вот котлету соляную, и она растворяется, 5 минут поварили, все готово. Что мы там еще покупаем? Там еще покупаем пельмени, ну, то есть, когда, в принципе, есть по пути такая локация, можно туда легко зайти, можно там что-то приобрести. Ну, сказать, лично я не могу сказать, честно говоря, что как-то по каким-то вкусовым качествам оно сильно отличается от магазинных, там, допустим, от Сельпо, от Ашана там, или от чего-то другого. Вот обычный киоск на моем пути встретился, вот, что у нас тут по ценнику. Ну, вот смотрите, да, у нас Оболонская 23 обычно, да, я покупаю ее от палец. 23 я ее покупаю, ну, примерно так же она стоит, 2 литра. Фанта 40 у нас, чипсы у нас снизу 69, 45 люкс, в зависимости от размера. Сухарики Флинт 14, 22, томат спайси, краб. Кстати, друзья, кто уже подписан на канал, обязательно не пропустите. В одном из следующих выпусков у меня будет такой нестандартный формат, нестандартная новая рубрика, где я буду тестировать все сухарики Флинт, которые существуют в природе. Я скупил пол-Киева вот этих сухариков, и все они разные. Буду тестировать, буду рассказывать, и будем мы с вами дегустировать. Так, что у нас еще есть? Еще у нас есть вот такая вот бухлишка. Медов 129, хлебный дар 229, литруха, коньяк выше 227. Ну, короче, ценники все на бутылках есть. Вы можете приостановить и можете посмотреть на паузе, что у нас, по каким ценам. 69 гривен Закарпатская, Певчанская. Кто у нас не ориентируется в ценах, делите на 39, получаете в долларах, делите на 42, получаете в евро. Ну, короче, такой вот рай для... Извините за мой французский, рай для алкашей. Хотя, ну, ничего не имею против, каждый сам выбирает, как и где ему отдыхать. Поэтому тут как бы дело такое хозяйское. Сейчас постепенно, видите, друзья, уже все собираются. Вот мне интересно, сколько у нас вот эта чурчхела стоит. 55 гривен. Вот такая вот маленькая упаковочка, видите, совсем маленькая, сантиметров, наверное, 20. В Грузии, если мне не изменяет память, она что-то стоила порядка там $1, примерно так. Тут 55 гривен, это, ну, примерно где-то, ну, $1,5, может быть, чуть-чуть меньше. Суши работает на доставщиков с эры появления доставщиков, конечно же, вот такому вот маленькому бизнесу, о котором, может быть, даже и люди и не знают о существовании. Им очень-очень-очень круто это помогает. Как минимум онлайн-реклама, как максимум просто вот на потоке люди начинают узнавать. Я потихоньку двигаюсь к метро. Сейчас я пройду через небольшой вот такой сквер. Я когда сюда шел, мне очень понравился этот скверик. Он такой вот интересный, ухоженный и, как я понимаю, новый. Тут, насколько я понимаю, разворачивается трамвай. И довольно-таки огромное тут тюльпановое такое поле. Сейчас подойдем и посмотрим. Или это дальше. Я, честно говоря, не вижу и не знаю. Друзья, что касается по погоде на сегодняшний день. Вчера реально заливало. Снова в новостях мы видим о том, что Киев заливает, уровень воды там поднялся на 65 сантиметров там, или больше. И снова прибрежные части, да, города, они, конечно, оказались под водой. Как говорят, снова внезапно в середине января пришла зима. Хотя реально люди выкладывали фоточки о том, что Кличко с коммунальщиками заранее уже чистил сливы. Вот так вот. Видите, как это все. Так, вот тут вот у нас, скорее всего, будет посажена травка. И автоматически полив будет прямо на вновь выращенную траву.
Вот, и мы как раз идем вон, где стоит трамвай, там как раз тюльпановое такое вот поле, а за ним это, я так понимаю, какой-то торговый центр, Оазис. Видите, здоровенный торгово-развлекательный центр Оазис. Сейчас туда заглянем, зайдем и посмотрим, потому что я там только что шел, и мне такой формат такого торгового центра очень понравился. Везде, где строят новые плитку, укладывают новую плитку, везде вот такая вот, видите, рельефная дорожка. Зачем? Кто знает. Конечно же, это для того, чтобы слабовидящие или совсем невидящие люди могли передвигаться более комфортно по улицам города. По сути, нужно всего лишь два варианта вот таких вот квадратиков. Один продолговатый, когда палочкой, тростью слабовидящий человек просто идет. И второй вот с такими пупырышками, это означает внимание. То есть он, допустим, да, дошел, к примеру, до вот такой вот развилочки и дальше понимает, что ему можно повернуть налево, может повернуть направо и пойти уже дальше. И точно так же вот тут вот, в зависимости от того, куда человеку нужно идти, видите, по периметру тоже есть вот эти вот пупырышки, чтобы человек невзначай не вышел под колеса трамвая. Конечно же, ремонт дорог, ремонт тротуаров, асфальта – дело нужное, но люди на сегодняшний день делятся исключительно на две части. Одни против этого, другие за. По понятным причинам, я думаю, друзья. По понятным причинам, что все средства должны идти на изгнание нечисти с территории Украины. Так, друзья, что у нас вот тут? Вот давайте, пока трамвай не едет, я сюда подойду и покажу вам. Вот смотрите, сейчас это только-только посажено, но уже выглядит достойно. Сейчас вечер, сейчас это видно плохо, но поверьте мне, когда тут это все при солнечном свете, когда тут это все прорастет, когда тут вырастет, взойдет, тут, конечно, будет вообще шик и красота. Сюда, наверное, нужно даже ставить будет охрану, потому что зачастили в Киеве те случаи, когда люди, я не знаю, честно говоря, я не знаю, что в головах у этих людей. То есть есть же пословица, есть же поговорка, что нужно начинать с себя. Нужно начинать с себя, и люди просто приходят и срезают эти охапки тюльпанов. И потом вот на том рынке, где мы только что были, да, где я только что проходил, они там же эти тюльпаны и продают. Вы прикиньте, вот просто он тут же срезал. Я бы не удивился, друзья, если бы он вот тут вот срезал, а потом бы его где-то вот тут на углу просто встал и с ведром бы продавал. И на вопрос, а где вы вырастили эти тюльпаны, он бы сказал, а где у себя на даче где-то. Вот, кстати, Галя Балована вот про такие вот пельмешки я рассказывал. Сейчас я зайду, покажу супчик, который я покупаю, если я найду супы. Вот, нет, это соус. Морозиво. Добрий день, а скажіть, а супи... А, ось бачу супи. Вот, суп-солянка. Вот такая вот. Суп-солянка, ее хватает где-то, ну, там на 2 человека. Разбавляется на 300 воды и получается там за 3 минуты вообще отличный суп. А скажіть, а солянка в яку ціну у нас? 290, да? Ага, бачу. Ну, а виходить один цей штучка, да, десь пів кіло там, мабуть. Да. Угу. Да, я пам'ятаю. Добре, дякую. А це порціонно просто воно. Ну, аналогічно, просто на одну тарілку, мабуть, да? Там 100 мл води надо вже. Угу, все, дякую, добре. Вот из вот этих вот полуфабрикатов, Галя балована, не балована, вот мне именно вот эта вот солянка зашла. То есть и плюс какой? Плюс вот таких вот концентратов, супов, простой. То есть вам не нужно, во-первых, хоботиться на кухне, как минимум, ну прикиньте, даже просто имея все ингредиенты, сколько вам нужно времени, чтобы это все дело нашинковать. Во-вторых, если вы покупаете, вы же не купите, допустим, вот вы захотели солянки, вы же не купите там один огурец соленый,
Вы же не купите там 3 оливки, 3 маслины, вам нужно банку покупать. Вы не купите там одну картошку или один, что там еще в солянке, да, там 20 грамм колбасы там, или 20 грамм каких-то охотничьих сосисок. Вам придется покупать, ну, как минимум, там, того 100 грамм, того 200 грамм. И поэтому для того, чтобы просто себе порцию солянки приготовить, вот такой вот вариант, он, мне кажется, идеальный. То есть 290 грамм это 290 гривен это килограмм у нас, а вот за один брикетик, который только что мы с вами видели, мы уплатим, ну, в половину, то есть где-то 140 гривен. 140 гривен делите и получаете около 3 долларов. Примерно около 3 долларов получается у нас порция солянки примерно где-то на 3 человек с одного вот этого брикета, смотря каким количеством воды вы разведете. Друзья, знаете, что я для себя только что понял? Я понял, что когда я был тут последний раз, то вот на месте вот этого торгового центра тут был просто круг, то есть, по примеру Троещины, да, вот эти развязки, развилки, они просто входили в, ну, вот такой вот кольцо, и все, посередине был пустырь, а сейчас я просто не мог понять, почему я этого торгового центра раньше не видел. Сейчас тут довольно-таки неплохая такая локация. Правильно я это все дело обмозговал или нет? Подскажите. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим. Вот, кстати, очень удобно вот это вот такой вот формат, где торговый центр сразу входит, или в торговый центр сразу выходит метро. Очень, очень удобно. Чем? Тем, что когда человек, допустим, выходит из метро, ему не нужно бегать под дождем, ему не нужно где-то что-то перебегать зонтом, пока чуть пылесос меня не задавил. Ему не нужно перебегать, пока он хочет добраться в какой-то продуктовый магазин. Вот смотрите, вот я сюда зашел, смотрите, что у нас тут есть. На верхнем этаже у нас есть бургерная какая-то, да, вон там вот бургер суши. И ниже есть Mix Point, кстати, нормальная зачетная тема, такой аутлет, правда он сейчас закрыт уже. Вон там у нас есть KFC, вон в самом верху. Дальше, что у нас есть? Промень, Лора какой-то. Сверху у нас есть Smart Fashion, тоже аутлет. Кстати, нормально, это нормальная тема в плане каких-то брендированных вещей. Вот. Тут у нас есть аптека и Монпассье. Ну, давайте поднимемся, просто посмотрим, как это выглядит дело сверху. Вот на этом месте, вот где я сейчас иду, друзья, тут был просто пустырь. Вот в прямом смысле реально пустырь. Он 3-й этаж, пузата хата даже, да. Все, кто тут работает или все, кто тут живут, могут сюда, допустим, прийти и что-то перекусить. Что-то перекусить или даже взять, может быть, это все дело с собой. Нужно сюда, знаете, приехать, я думаю, что даже при свете дня. Я думаю, что тут есть что посмотреть, поискать. Заодно закрою мою эпопею с кроссовками, потому что мои кроссовки уже вообще никуда не годятся. Уже от езды на моноколесе они скоро прикажут долго жить. Варус есть, ну, даже удобно. Видите, сюда пришел, перекусил в пузатой хате, перекусил в KFC, заказик себе взял, и в Варус зашел за продукцией. Кстати, обычно продуктовые магазины строят на 1-м этаже или на самом высоком. Почему? Чтобы поток людей проходил весь этот магазин. Тут, видите, поступили немного по-другому. Тут сделали Варус на 2-м этаже, чтобы люди, которые хотят, к примеру, да, туда зайти, они, ну, хотя бы пару этажей вот так вот прошли. Там я вижу уже закрыто, да, или это не закрыто, это просто непонятная какая-то ленточка. Вижу какой-то магазин, что-то так смахивает на какой-то то ли секонд, то ли не секонд. Ну, короче, какой-то очень большой склад с вещами, с сумками, с чемоданами, с каким-то огромным количеством. О, и лифт есть. Можно было на лифте подняться и опуститься. Весь 4-й или 3-й этаж
Это 3-й вроде, да? Вон лифт поехал. Открытый лифт. Нормально, мне нравится торговый центр. Такой просторный. Знаете, много интересных локаций. Есть и где перекусить, и где есть посидеть, и где есть закупиться. Такой неплохой. Вот, а там у нас как раз все, что касается одежды. Ну, приеду сюда, сейчас уже конец дня, и магазин работает до 20 часов 50 минут. Не 20:45, а 20:50. А сейчас на часах уже почти совсем под закрытие. Ладненько, спускаемся вниз и будем сейчас с вами еще общаться. Друзья, а теперь у меня к вам вопрос, важный небольшой вопросик. Я очень ценю то, что каждый из вас, каждый, кто подписывается на канал, каждый, кто проявляет какую-то активность, ставит лайки, ставит какие-то фидбэки. Я все это вижу, я все это ценю. Более того, я вижу каждого подписчика и вижу, кто действительно подписан на канал, а кто нет. У меня к вам вопрос. Вот я бываю в разных локациях, на разных локациях я часто вижу разного рода сувениры, разного рода интересности. И мне пришла идея, раз вы относитесь к моему каналу, ко мне, к моему контенту так великодушно, так по-доброму, так отзывчиво, у меня пришла идея вас тоже радовать какими-то небольшими подарками и сувенирами. Как вы думаете, как вы считаете, хотели бы вы, чтобы вот я просто так с тех локаций, где я бываю, действительно дарил кому-то из вас? Я пока что не придумал, как это будет выглядеть, но сам факт. Дарил какой-то интересный сувенир с Киева. Если хотите, обязательно прожмите лайк, поставьте и напишите в коммент, да, там, я не знаю, слово «Да, Паша, давай, хочу какой-то сувенир с твоих похождений, с твоих экскурсий, с твоего рынка на Ревудского». Кстати, вот на рынке на Ревудского мне понравились дощечки, которые я бы как раз-таки вам и подарил. Но сейчас не об этом, просто сам факт. Интересно было бы вам получать от меня вот такие вот интересные сувениры для, в качестве презента, без всяких там каких-то подарков и всего остального, без всяких там условностей и тому подобного. Напишите, как вы считаете. Так, друзья, мы спускаемся дальше вниз и уже будем выходить, потому что торговый центр постепенно закрывается, молодежь собирается, а люди, многие, двигаются уже в сторону домов. Больше всего меня пугают вот в этих вот подземных таких разветвлениях на Севастопольской площади. Это тот факт, что иногда можно заблудиться, в прямом смысле этого слова. И когда ты под землей, у тебя даже GPS не работает, чтобы понять, где вход, а где выход. Вот я сейчас, например, вообще, честно говоря, вообще не отстреливаю, где тут метро. Как мне попасть в метро? Ага, вот, благо дело, есть вывеска. Метро налево, метро направо. Так, в общем, друзья, я повторюсь, что кто не смотрел рынок на Ревудского, огромный, лучший, самый топовый, на мой взгляд, по моему мнению, самый топовый рынок, обязательно посмотрите, в всплывающей подсказочке будет, а также ссылочка под видео. Я думаю, что вы не останетесь равнодушными к этому видосу. Ну а вам я хочу сказать всем спасибо за просмотр, прожимайте лайки, оставляйте комменты и подписывайтесь. До новых встреч, новых видосов, всем пока.